NVIDIA показывает кое-что устрашающее, и это не кликбейт. Симуляция планеты, цифровые люди, фабрики, где роботы делают роботов – это то, что сейчас уже создает NVIDIA. И как ранее Стив Джобс объявил о новейшей технологии Apple, Джейсон Хуанг, SEO NVIDIA, объявил: искусственный интеллект входит в следующую стадию – физическую. Честно говоря, после увиденного начинаешь сомневаться, в реальном ли мире мы живем, или перед нами начинают раскрываться карты, как на самом деле устроен мир. Дошли ли мы до такого предела, где мы повторяем тот мир, в котором мы были созданы? И что это все означает? В этом видео мы обсудим, что создает такая огромнейшая компания, как NVIDIA, почему NVIDIA делает эти шаги и что это значит для нас всех. Представьте себе мир, где вы можете предугадать будущее. Цифровые двойники – это виртуальные модели, которые отображают реальный мир и позволяют нам заглянуть в будущее, чтобы лучше понять влияние сегодняшних действий на завтрашний день. И это не фраза для красоты или из фильма, а это то, что создает NVIDIA. Earth 2 – цифровой двойник, который использует возможности ИИ, физических симуляций и компьютерной графики для создания глобальных прогнозов в мировом масштабе. То есть это полномасштабная цифровая модель нашей планеты. NVIDIA создает виртуальную копию Земли, чтобы моделировать на ней климатические процессы, прогнозировать стихийные бедствия, лучше понимать, как устроен наш общий дом. Приводят, конечно, безобидные примеры, но что будет симулировать на самом деле – вопрос. У них уже получается симулировать отдельные ситуации, а как сказал Хуанг, все, что зрители видели на их конференции, это была полная симуляция в их новой модели Omniverse. Теперь платформа Omniverse. Они создали такой универсальный инструмент для создания интерактивных 3D-миров. И все, что показывали на конференции, было симулировано именно там. Это как конструктор Лего, только виртуальный, с безграничными возможностями, где можно будет построить город будущего или смоделировать целую планету с экзотической флорой или фауной. Там можно воплощать любые фантазии и поработать с командой, другими архитекторами реальности. Например, если вы дизайнер и работаете над интерьером нового дома, раньше вам пришлось бы делать кучу чертежей, эскизов, объяснять заказчику на пальцах, как это будет выглядеть. Теперь вы можете создать полноценную интерактивную 3D-модель в Omniverse, по которой клиент сможет погулять в виртуальной реальности. Он своими глазами увидит будущий интерьер во всех деталях и сможет вносить правки прямо на месте. Но это самый простой пример. И вот после того, как NVIDIA полностью симулирует нашу планету, ее нужно будет заселять цифровыми людьми. И теперь поговорим об этом. На конференции NVIDIA было уделено много внимания именно ИИ-ассистентам. Их ассистенты – это очень сложные программы, в которых встроено множество различных ИИ-моделей. Компания называет их NIMS – Neural Inference Microservices. NIMS – это уже готовые, оптимизированные и упакованные модели ИИ, которые можно легко интегрировать в различные проекты. Это как строительные блоки, из которых разработчики потом могут собирать разные ИИ-предложения. Это включает ИИ-ассистентов, чат-ботов, системы анализа данных и многое другое. Вместо того, чтобы писать код с нуля, разработчики могут использовать готовые NIMS. Их можно запускать как на разных платформах, включая ПК, облачные сервисы, дата-центры. Они включают в себя все необходимые для работы сложных моделей ИИ, такие как Cuba, CNN, TensorRT, Triton. То есть, если раньше мы покупали Photoshop, чтобы официально им пользоваться, то скорее можно будет купить ИИ-ассистента NIM, который будет выполнять нужные тебе задачи. С помощью NIMS уже можно создавать видео, генерировать аудио, текст и многое другое. То есть это нейросеть, в которой можно внедрять свои проекты под любые задачи. Сейчас NVIDIA активно экспериментирует с технологиями создания фотореалистичных цифровых людей, вроде агентов из фильма «Матрицы», программы, которые внешне неотличаемые от человека. Так вот, NVIDIA хочет научить ИИ создавать вот таких вот виртуальных собеседников. Цифровые двойники NVIDIA Avatar Cloud Engine ACE. Это набор облачных сервисов и инструментов, которые используют ИИ для создания и управления интерактивными аватарами.
ACE будет позволять разработчикам создавать реалистичных и выразительных персонажей для игр, виртуальных миров и других приложений. То есть с помощью ACE можно создавать аватары, которые могут говорить, понимать речь, реагировать на эмоции и даже генерировать собственные ответы. На конференции NVIDIA продемонстрировали несколько примеров использования ACE, и это было включение создания цифровых двойника людей, персонажей для игр, виртуальных помощников. И это, кстати, как раз работает на их технологии NIMS. То есть в аватаров подключают разные модели, и получается такой вот цифровой человек с разными способностями. То есть понимаем, сейчас мы создаем тех же ботов GPTs, агентов, сотрудников, где каждый из них натренирован под какую-то определенную задачу. Потом мы можем этих агентов, по крайней мере, то, что я делаю, мы потом этих агентов соединяем воедино. Например, какой-то генерирует картинки, какой-то классно формирует текст, какой-то другой это все обрабатывает, переписывает, на другие языки адаптирует, да? То есть это соединены три такие мощные модели. Только в случае NVIDIA это намного мощнее агенты для более сложных дел. NVIDIA верит, что за вот такими AI-ассистентами будущее, и их будут внедрять в компании как сотрудников на горячую линию, в отдел продаж, службу поддержки и так далее. Но чем только потом будут заниматься обычные люди, пока непонятно. Кстати, новость для всех, кто ищет себе живых пока AI-ассистентов, специалистов в команду или на part-time. Из-за того, что мой YouTube-канал про AI, все друзья, знакомые, подписчики постоянно просят меня посоветовать AI-специалистов под разные задачи. И я никогда не могу сделать это в моменте, так как мне нужно понимать задачу, на каких условиях и так далее. У меня появилась идея создать базу заказчиков по AI, контакты которых, ваши контакты, я могу передать своим ученикам. Поэтому все, кто ищет новых сотрудников со знаниями AI, подрядчиков в проект, заполняйте форму под видео и с вами свяжутся. Я с этого, если что, ничего не беру, я просто передам ваши контакты нужным людям. И вот тут NVIDIA всерьез взялась за создание человекоподобных роботов, которые предстоит жить бок о бок с нами. Но роботы есть роботы. Это вроде как не новость. Но самое интересное, как и кто будет создавать и обслуживать этих роботов. Многие из нас, да и я, в принципе, полагала, что это будут люди. Как-то же должны проявляться новые профессии. И вот тут NVIDIA заявила и показала, что в их планах, чтобы обслуживали и создавали роботов не люди, а сами роботы. В общем, сначала они создают симуляцию мира, вводят в нее нейросеть, которая управляет этим роботом. И в этой виртуальной среде робот учится ходить, балансироваться, выполнять различнейшие действия. Когда его результаты соответствуют поставленным целям, робота выпускают в реальный мир, где он уже применяет вот эти свои навыки. Это осуществляется с помощью их игровой площадки ISAC Sim. Виртуальная игровая площадка для роботов. В ISAC Sim можно создавать разные среды, например, фабрики, склады, даже целые города. Роботы учатся, ориентируются в этих средах, выполняют различнейшие задачи и даже взаимодействуют с людьми. NVIDIA, что ты делаешь? И здесь немаловажно отметить, что поразительно во всех этих футуристических проектах NVIDIA, что они базируются на реальных аппаратных решениях. То есть NVIDIA, она не просто фантазирует о будущем, как, возможно, другие компании, но и создает вот это железо, которое позволит этому будущему состояться. Взять хотя бы их новейшие видеокарты на архитектуре Ada Lovelace, кстати, названные в честь первой женщины-программиста. Это настоящие монстры производительности. Они способны выдавать графику с расширением 4К и частотой более 100 кадров в секунду. Иными словами, картинка в современных играх и VR-приложения становится практически неотличимой от реальности. И дальше больше. И все эти технологии, цифровые двойники, нейросетевые аватары, робототехника, прочее требуют колоссальных вычислительных мощностей. Медицина. Не обошлось, конечно же, без медицины. Немаловажный фактор, который не стоит забывать, самые интересные разработки. Например, BioNemo. Такая платформа для ускорения разработки лекарств. Она использует модели искусственного интеллекта, такие как AlphaFold, для предсказания структуры белков, ESM для генерации молекул или DeepDocs для моделирования стыковки молекул. То есть это позволяет генерировать и проверять потенциальные лекарства за считанные минуты, а не месяца, как раньше.
Модели ИИ для медицины. NVIDIA разрабатывает множество моделей ИИ для медицины, включает модели компьютерного зрения, робототехники, обработки естественного языка. Эти модели могут использоваться для анализа медицинских изображений, диагностики заболеваний, разработки новых методов лечения. Например, NVIDIA Clara — платформа для разработчиков, предоставляющая инструменты и фреймворки для создания как раз медицинских приложений. В ней есть различнейшие инструменты, например, для анализа медицинских изображений, геномики, разработки лекарств. Clara помогает исследователям и разработчикам создавать, развертывать и масштабировать свои решения для здравоохранения. Помимо этого, у NVIDIA есть еще другие, более технические анонсы, которых довольно много, и углубляться сильно в них не будем, так как боюсь показаться непрофессиональной. Но такую компанию, как NVIDIA, я очень рекомендую изучать, проверять, потому что то, что она сейчас создает, это просто радикально меняет наше будущее, и об этом стоит узнавать. Но все же, как бы не захватывали дух все эти технологические новинки, о которых мы говорим, я понимаю, как и у вас, и у меня закладываются некоторые тревожные мысли, что если за погоней, за цифровым совершенством мы потеряем что-то важное. Вот чисто наше человеческое. Что если виртуальный мир окажется настолько привлекательным и реалистичным, что люди предпочтут жить в них, а не в реальности? А что если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, решит, что человечество ему больше не нужно? В конце концов, никто не гарантирует, что наш мир — это не чья-то сверхсложная компьютерная симуляция и архитектура этой симуляции. В общем, не хочется заканчивать на столь тревожной ноте. В конце концов, технологии — это просто инструменты в руках человека, и здесь мы все собрались визионеры, те, кто верит в технологии, те, кто их любит. Только от нас, ребят, с вами зависит, как мы будем их использовать. На пользу или во вред. Но, конечно же, я всегда хотела прокомментировать те комментарии людей, которые говорят, что мы отупеем, мы деградируем, куда мы идем. Технологии могут быть как и захватывающими, так и пугающими, но все же то, что я вижу, это мир, в котором останется действительно думать головой. И без стратегического мышления, без действий, возможно, можно остаться очень далеко позади. В общем, друзья, живем мы действительно очень в удивительное время, и глядя на все эти инновации той же NVIDIA и других техногигантов, понимая, что будущее, о котором мы читали в научно-фантастических романах, уже не за горами. Но хватит ли у нас смелости открыть эту дверь? И что мы найдем по ту сторону? И, пожалуй, однозначных ответов тут нет. Ясно одно, что кто бы что ни говорил, но за ИИ будущее, эти самые матрицы, скайнеты, области тьмы, которые мы привыкли считать вымыслом, совсем скоро уже станут нашей новой нормальностью. Но готовы ли мы к такому повороту, покажет время. А пока давайте следить за развитием технологий, но не забывать и о развитии себя, как личности, как членов общества, как просто людей. Потому что я верю, что как раз это эра умных людей, когда нам действительно придется думать. Надеюсь, что это видео помогло вам не только разобраться в анонсах NVIDIA, а также задуматься о будущем. Пусть какие-то технологические термины, которые я употребляла, они вам не понадобятся, и вы о них забудете, но очень немаловажно просто узнавать, что же творится, что же изменяется, чего ждать. Никогда не знаешь, когда тебе придет та или иная идея. И, конечно же, не забывайте иногда выключать компьютеры и смотреть на мир своими глазами. В конце концов, наша главная суперсила в умении видеть красоту не только в пикселях, но и в простых человеческих радостях. Оставайтесь любопытными, неравнодушными и, конечно же, живыми. Потому что какие чудеса бы ни готовило нам будущее, помните, что самые главные технологии — это то, что у нас в сердцах. До встречи!